У этой матери было предчувствие, которое в конце концов принесло свои плоды. Перед вами сегодня история, в которой показано, как любовь и упорство способны творить настоящие чудеса. Когда врачи не смогли найти решение проблемы, Эмилия проявила невероятное мужество и находчивость, чтобы спасти здоровье своего ребенка и вернуть его счастье. В 2019 году Эмилия Картрайт, ее муж Джеймс и их 6-летняя дочь Софи с нетерпением ожидали появления нового члена семьи. У них должен был родиться малыш, и вся семья была в восторге. Как и большинство будущих матерей, Эмилия надеялась, что ее ребенок родится здоровым и крепким, и так оно и произошло. Мальчику дали имя Адам, и он появился на свет как настоящий комочек счастья. Однако всего через 3 месяца после появления Адама на свет здоровье малыша начало ухудшаться, и это стало началом долгого и трудного пути, полного сомнений, страданий и борьбы за жизнь. У маленького Адама появилась легкая сыпь, которая первоначально не вызывала особого беспокойства у родителей. Поначалу они полагали, что это обычная детская проблема, с которой можно легко справиться. Тем не менее, чтобы быть уверенными, они отвезли малыша к врачу, который, оценивая состояние кожи, посоветовал применять стероидный крем в низких дозах, так как у Адама была диагностирована экзема. По словам врача, крем должен был стать наилучшим средством для решения этой кожной проблемы. И действительно, на короткий период времени препарат оказался эффективным. Сыпь на коже немного уменьшилась. Однако Эмилия и Джеймс не могли и представить, к чему все это приведет. Это был только началом ужасного кошмара. Несмотря на временное улучшение, через неделю после лечения сыпь вернулась. И не просто вернулась. Она возвратилась с удвоенной силой. Сыпь распространилась по всему маленькому телу Адама. Родители, полагая, что это всего лишь экзема, продолжили наносить крем. Беда в том, что сыпь снова исчезала под действием препарата, но вскоре возвращалась с еще большей агрессией. Все стало еще хуже. У Адама начали выпадать волосы. Он стал слабым, болезненным и вялым, а вся его кожа снова покраснела. Он был всего лишь младенцем, неспособным выразить словами свои чувства и страдания. Состояние ребенка все более ухудшалось, и Эмилия с Джеймсом обратились к нескольким специалистам, которые, к сожалению, произнесли одно и то же. У Адама экзема. Некоторые врачи даже рекомендовали Эмилии прекратить грудное вскармливание, утверждая, что белок в ее молоке мог влиять на ухудшение состояния ребенка. Это стало настоящим ударом по родителям, которые и так переживали эмоциональные и физические испытания. Когда Адаму исполнилось 5 месяцев, в семье произошло самое страшное. Малыш снова заболел. В этот раз врачам пришлось госпитализировать его. Такое состояние малыша, изможденного и лишенного сил, было вполне нормальным для родителей, не знавших, как помочь своему сладкому сыночку. К тому времени его кожа снова стала красной, а температура поднялась до очень высоких показателей. Врачи прописали более высокую дозу стероидов, которые вводили непосредственно под кожу головы. Адам провел в больнице 5 тяжелых дней. Инъекции, казалось, принесли облегчение, и сыпь немного утихла. Мальчик начал улыбаться, и у Эмилии на сердце стало легче. Однако радость была недолгой. Через несколько дней упорная сыпь не только вернулась, но сделала это вновь с еще большей яростью. Когда Эмилия увидела, как кожа ребенка становится ярко-красной, как кровь, ее сердце сжималось от боли. Состояние Адама было настолько тяжелым, и он не переставал плакать, что Стефани не могла вынести такого зрелища. Страдания ее сына разрывали душу, и она чувствовала себя абсолютно беспомощной перед лицом его страха и боли. То, что Адам не мог обнять ее, добавляло ей горечи,
а беспощадные слезы текли по ее щекам, когда она понимала, что так жить невозможно. Каждую ночь Эмилия укутывала Адама в хирургическую марлю и укрывала одеялом, бережно оберегая его от всего, что могло причинить ему вред. Затем они помещали маленького Адама в ванну, ставили в раковину и давали теплой воде нежно стекать по его уставшему телу. Если бы кто-то увидел эту сцену, не зная причин происходящего, он мог бы задаться вопросом: опасно ли это для ребенка? Непростой метод, но именно теплая вода помогала немного успокоить зуд и неприятные ощущения на коже Адама. Эмилия не отходила от сына ни на минуту, постоянно проверяя температуру воды. Каждая мать бы расплакалась, увидев своего ребенка в таком состоянии. И Эмилия не была исключением. Ее сердце буквально разрывалось на части. Она делала все возможное, чтобы помочь ему, ведь он был ее миром. В какой-то момент состояние Адама стало настолько тяжелым, что Эмилия молила Бога забрать ее жизнь, а не его. Ее любовь и страдания достигли предела, и она терзалась невыносимым ощущением безысходности. Более того, Адаму всегда требовалось заворачивать в марлю, и везде, куда бы они ни шли, люди обращали на них внимание, считая, что с ним случился большой несчастный случай. Возможно, он был обожжен огнем, ведь его кожа выглядела ужасно. Сообщающиеся расстройства в общении и взаимодействии с окружающими стали тяжелым бременем для всей семьи. Многие смотрели на Эмилию и Джеймса с осуждением, считая, что это был жестокостью с их стороны. Это заставило семью замкнуться в своем доме и отдалиться от общества, достигая почти целого года социальной изоляции. Стефани было невероятно тяжело видеть, как на нее падают осуждающие взгляды окружающих. Она не желала реагировать на слишком назойливые вопросы незнакомцев, а иногда даже избегала их, стараясь не показывать своего страха и боли. Кожа Адама была настолько чувствительной, что семья была вынуждена отстраняться даже от родственников и друзей из-за риска для здоровья ребенка и возможного заражения инфекцией. Это было ужасно тяжелое время, но Эмилия чувствовала, что нужно пройти через все испытания, чтобы защитить своего сына. Но когда состояние Адама стало вновь критическим, его родители решили не сдаваться и проявить инициативу, чтобы найти решение. Эмилия и ее муж решили обратиться к интернету для проведения собственного исследования. Они проводили дни, просматривая всевозможные источники, читая отзывы других родителей и обмениваясь опытом на форумах о стероидной терапии. Пара наткнулась на множество сайтов, на которых была размещена информация о побочных эффектах использования стероидных препаратов и о том, как ухудшение состояния кожи после прекращения применения этих средств стало практическим правилом для многих детей. На этих сайтах также были размещены фотографии других детей с аналогичными проблемами, и это создало в Эмилии уверенность, что она не одна в своей борьбе. Увиденные изображения и информация смотивировали Эмилию действовать, как подсказывала ей интуиция. Она поняла, что, продолжая использовать крем, только усугубляет болезнь и мешает Адаму восстанавливаться. Как результат, Эмилия приняла решение. Она отменяет стероидный крем, осознав, что он не дает никаких улучшений и наносит только больше вреда. После этого она приняла решение заняться гомеопатией и экспериментировать с собственными бальзамами. Эмилия всегда интересовалась натуральными средствами и даже имела навыки в изготовлении свечей, поэтому решила использовать свои знания и опыт, пробовать различные масла и растительные экстракты, чтобы найти решение. Она тщательно проверила несколько смесей на небольших участках кожи своего сына, понимая, что это требует особого внимания. В результате, после долгих экспериментов, Эмилия нашла идеальную комбинацию – смесь лемонграсса и цинка, которую наносила на пораженные участки, заранее заворачивая их в марлю. С течением времени кожа Адама начала значительно улучшаться. Эмилия была внимательной и заботливой матерью. Она следила за состоянием своего сына, фиксируя каждый его прогресс.
До 50 раз в день она делала фотографии, чтобы отслеживать изменения. В течение 10 долгих месяцев Эмилия активно использовала свой собственный гомеопатический бальзам, и результаты стали неожиданно обнадеживающими. Сыпь становилась все менее заметной, а кожа постепенно превращалась в мягкую и прозрачную. Эмилия упорно работала над доклинической реабилитацией здоровья своего ребенка, несмотря на все трудности. Когда Эмилия комментировала, чтобы поддержать себя, она говорила: «Мы до сих пор точно не знаем, что вызвало первоначальную реакцию, но, оглядываясь назад, я предполагаю, что это была аллергическая реакция на лекарства, которые мне назначали после кесарево сечения. Я принимала ибупрофен, который мог попасть в грудное молоко. Они посетили более 35 врачей, и все без исключения подтвердили один и тот же диагноз – экзема. Сила любви и настойчивость Эмилии принесли свои плоды. Я хочу показать вам все фотографии, на которых видно, как зажила кожа Адама. Теперь он такой же, как и любой другой ребенок». Со слезами на глазах добавила она, полная гордости за своего сына и за свою всеобъемлющую любовь к нему. Благодаря инстинктам матери и ее решимости, Адам теперь здоров и развивается как обычный и счастливый мальчик. Наконец-то он может быть ребенком без бесконечных страданий, и его мать никогда не была так благодарна за то, что может наблюдать его улыбку. Теперь она может легко обнимать и целовать своего сына каждую секунду и значительно наверстать упущенное за те трудные и безрадостные месяцы, проведенные во страданиях. Дорогие зрители, что бы вы сделали, если бы столкнулись с чем-то подобным? Ваши мысли и истории важны для нас, и мы были бы рады услышать их в комментариях. Если вам понравилось это видео и вдохновляющая история любви, стойкости и борьбы, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До свидания.